Здравствуйте! Сегодня мы решили побаловать вас сладким и наше видео о десертах. Многие из нас знают, что десерты – это последнее удовольствие, получаемое после еды. Но знаете ли вы, что до 17 века в Европе десерты выполняли несколько иное предназначение? Вместо того, чтобы служить завершающим сладким блюдом, они использовались для очищения неба между основными курсами. В 17 веке в Европе блюда называли курсами из-за того, что прием пищи был разделен на несколько частей, которые назывались курсами. Это была часть ритуала приема пищи в те времена. О том, как кушали торт в те времена, забавно показано в фильме «Три толстяка». Тогда сахар во многих частях мира был редким и дорогим ингредиентом. Так продолжалось до тех пор, пока колонисты не создали и не расширили плантации сахарного тростника с помощью рабского труда. Это привело к снижению цены на сахар. В середине 17 века были изданы кулинарные книги, посвященные десертам. Десерты могут включать в себя широкий спектр сладких угощений, таких как пироги, пудинги, торты, печенье, мороженое, фрукты в сиропе, шоколадные десерты и многое другое. Они могут быть простыми и быстрыми в приготовлении, а также сложными и требующими мастерства. Десерты часто являются праздничными угощениями и могут быть важной частью культурных традиций и праздников. Поэтому в сегодняшнем видео мы решили показать лучшие десерты, которые делают люди в разных странах мира. Начнем с Бразилии. Это сладкое лакомство под названием бригадейро получило свое название в честь политика Эдуарда Гомеса, баллотировавшегося на пост президента Бразилии в 1940-х годах. Так как он имел воинское звание бригадный генерал, то и десерт назвали бригадейро. Десерт быстро стал популярным лакомством и продавался женщинами, которые поддерживали кандидата на митингах. И хотя выборы он проиграл, это лакомство небольшого размера продолжают готовить и сегодня. Этот десерт представляет собой местный вид шоколадных трюфелей, приготовленных из сгущенного молока и какао-порошка, взбитых в масле и скатанных в небольшие шарики. Бригадейро часто готовят дома, а также продают в кондитерских и закусочных. Бригадейро стал известен за пределами Бразилии благодаря миграции бразильцев. Нигерия. В этой стране вкусный сладкий десерт называется паф-паф. Его можно есть на завтрак в качестве десерта или перекуса. В Нигерии повторение слова дважды глубоко укоренилось в культуре и используется для ясности и акцента. Поэтому название «слоеное» говорит о том, что используется слоеное тесто, обжаренное во фритюре. Его обжаривают на растительном масле до золотисто-коричневого цвета и посыпают сахарной пудрой. В Нигерии это популярное уличное лакомство. Этот десерт можно есть как сладким, так и соленым. Оно готовится из простых ингредиентов, таких как мука, дрожжи, сахар и вода. Япония. В этой стране многие десерты готовят из моти, японского вида рисового теста. Моти с давних пор почитается японцами и считается священной едой. Моти также называют круглые лепешки, которые готовят из этого теста. Рисовую лепешку готовят из мочигоми, японского клейкого риса. Этот рис становится клейким при варке и рыхлым при приготовлении на пару. Вода и воздух играют важнейшую роль в превращении мочигоми в известный всем десерт моти. Вода не позволяет моти превратиться в липкую массу, а воздух способствует его растяжению. Традиционная церемония приготовления моти в Японии называется матицуки. Вареный рис толкут деревянным молотом в традиционной ступе – усу. Два человека сменяют друг друга. Один толчет моти, а второй мешает и смачивает его. После этого тестообразной массе придают форму.
сферическую или кубическую, либо формируют из нее лепешки. Пуэрто-Рико. В этой стране популярный вкусный десерт темблек. Его название связано с испанским словом «темблар», что означает «покачиваться» или «дрожать». Это слово определенно отражает консистенцию этого десерта. Национальный десерт темблек – это пудинг или заварной крем из кокосового или кукурузного крахмала. Его готовят из кокосового молока, жирных сливок по желанию, соли, кукурузного крахмала, корицы и сахара. Также иногда добавляют воду из цветков апельсина для аромата. Этот праздничный десерт имеет множество вариаций по всей Латинской Америке. Но где бы вы ни находились, его лучше всего есть холодным. Румыния и Венгрия. Здесь вы встретите каминные пирожные, известные также как дымоходные лепешки. По-венгерски они называются куртёж-калач. Это традиционная для румынских венгров из Трансильвании выпечка цилиндрической формы, приготавливаемая обычно над открытым огнем. Сладость приготавливается из слоеного теста, которое обвертывается вокруг металлического цилиндра. Затем обжаривается на открытом огне, обсыпается сахаром и специями, такими как корица или орехи, которые карамелизуются на поверхности пирожного. Результатом является сладкая хрустящая корочка с мягким и пушистым внутренним слоем. Их форма напоминает дымоход, что объясняет их необычное название. Легенда гласит, что дымоходные лепешки были изобретены женщинами в Трансильвании во время монгольского нашествия в 1241 году. Чтобы убедить монголов, что они выживут во время их осады, женщины Трансильвании придумали план. Они смешали муку с водой и обернули тесто вокруг деревянной палочки. Это создавало иллюзию больших порций хлеба, но на самом деле они были полыми внутри. Голодные и разочарованные монголы ушли, а пироги с дымоходом стали популярны как в Румынии, так и в Венгрии. Соединенные Штаты. Америка является родиной широко известного и любимого многими торта «Красный бархат». Торт аппетитный и очень красивый. Он не очень сложен в приготовлении, но очень эффектно и достойно выглядит на столе. Общие ингредиенты включают пахту, сливочное масло, какао, уксус и муку. Для цвета можно использовать свекольный сок или красный пищевой краситель. Этот торт обычно состоит из красных коржей на основе кексового теста, которые затем соединяются со сливочным кремом. Кислый вкус, смешанный с глазурью сливочного сыра, создает десерт, который определенно не является шоколадным тортом. Торт «Красный бархат» возник в результате маркетингового хода американской компании по производству пищевых красителей. Во время Великой депрессии, чтобы увеличить продажи, компания Adams Extract добавила красный пищевой краситель в бархатный торт, чтобы придать ему яркий, отчетливый цвет, по которому мы сегодня узнаем его. По мере того, как спрос на десерт рос, росли и доходы. Торт «Красный бархат» часто подается на особых мероприятиях и праздниках. Великобритания. Здесь нам предстоит познакомиться с английским десертом баноффи, который обычно состоит из слоев бисквита, карамели, нарезанных бананов и взбитых сливок. Все это помещается на толстую корочку из крекера. Основа для баноффи готовится из измельченного песочного печенья с добавлением сливочного масла. Название баноффи происходит от слияния двух слов – банан и тоффи – и рис. Предположительно, составителями рецепта пирога являются уроженцы деревни Дживингтон, Найджел Маккензи и Иоанн Даудинг, владелец ресторана «Голодный монах» и его шеф-повар. Этот десерт получил широкую популярность и стал частью английской кулинарной традиции. Южная Корея. В этой стране пекут лекарственное кондитерское изделие. Называется оно якгва. Это корейское сладкое печенье, которое считается изысканным деликатесом. Оно появилось в Корее во времена династии Корё в начале II века.
Ингредиенты для приготовления якква включают муку, мед, кунжутное масло, корицу, белый перец, кедровые орехи, тыквенные семечки и имбирный сок. Это печенье, обжаренное во фритюре, которое пропитано медом. Отсюда и свое название десерт получил потому, что в составе есть мед. А мед в Корее известен как здоровое лекарство. Он обладает сладким вкусом и мягкой влажной консистенцией. История этого десерта связана с особыми событиями, такими как королевские банкеты или праздник Чусок. И хотя изначально из-за меда его любили в основном представители высшего сословия, сегодня он доступен всем. Мексика. Следующий десерт из этой страны невероятно прост. Торт Tres Leches, буквально 3 молока, это лакомство, представляющее собой масляный торт, пропитанный 3 видами молока – сгущенным молоком, топленым молоком и сливками. Пирог очень легкий, с множеством пузырьков воздуха. Благодаря этой отчетливой текстуре он не имеет сырой консистенции, несмотря на то, что он замачивается в смеси 3 видов молока. Десерт появился в Никарагуа в XIX веке. Затем он распространился по всей Южной Америке. В 20 веке он стал популярен в Мексике. Именно Nestlé сделала торт Tres Leches популярным, разместив его рецепт на банках сгущенного и топленого молока, а также сливок. Tres Leches обычно украшается взбитыми сливками или фруктами. Несмотря на маркетинговую схему, этот десерт пользуется популярностью в регионе и имеет множество вариаций в рецептах, включая различные способы приготовления и украшения. Нидерланды. Здесь мы познакомимся с штропвафелем, буквально сиропной вафлей. Это тонкое круглое вафельное печенье, состоящее из 2 слоев сладкого теста, склеенных карамелью. Карамель застывает и по мере остывания скрепляет половинки вафли вместе. Этот десерт впервые был приготовлен в городе Гауда в Южной Голландии и стал популярным в Нидерландах и за пределами страны. Пекарь Жерар Кампхуйзен, которого считают изобретателем десерта, в XIX веке взял остатки панировочных сухарей и смешал их с густым сиропом. Перед употреблением следует разогреть карамель, для чего штропвафель необходимо положить сверху на чашку кофе или чая, и это будет незабываемо. Сегодня штропвафели продаются на рынках, у уличных торговцев и в супермаркетах по всему миру. Филиппины. Хало-хало – это не приветствие, ни название игры, ни что-либо другое, кроме национального филиппинского десерта. Этот популярный холодный десерт на Филиппинах делают из колотого льда, сгущенного молока или кокосового молока, а также различных ингредиентов, включая гарниры, такие как джем уби, подслащенный фасоль или саго, агар, пинипинг, мягкий батат в кубиках и другие консервы из корнеплодов. Десерт украшен шариком мороженого уби. Впервые хало-хало появился на Филиппинах во время Второй мировой войны, благодаря японцам, которые привезли с собой какигори – десерт изо льда. Конечно, ледяное лакомство в жарком местном климате пользовалось популярностью, так что предприимчивые японцы открыли множество крохотных кафешек, называемых в то время «мангоя», где каждый за 1 монету мог заказать лед с карамелью, а за 2 – политый сгущенным молоком. Этот десерт обладает разнообразной текстурой и вкусом благодаря различным добавкам. Он очень популярен на Филиппинах, и его можно найти в различных местах, от уличных лавок до ресторанов. Франция. Из этой страны к нам пришел десерт крем-брюле. Происхождение этого десерта немного туманно. Каталонцы утверждают, что их каталонский крем – это предшественник французского крем-брюле. В Британии утверждают, что первым был их крем Тринити. Вопрос о его происхождении до сих пор вызывает споры в современном гастрономическом сообществе.
Тем не менее, первым это блюдо упомянул в 1691 году шеф-повар Франсуа Массиало, заведующий кухней герцога Орлеанского. Крем-брюле – это заварной крем, покрытый слоем затвердевшего карамелизированного сахара. Обычно его подают слегка охлажденным. Тепло от процесса карамелизации имеет тенденцию нагревать верхнюю часть заварного крема, оставляя центр прохладным. Основу заварного крема во французской кухне традиционно приправляют ванилью, но могут использоваться и другие ароматизаторы. Бельгия. В этой стране мы познакомимся с бельгийскими вафлями, восхитительным лакомством, известным своей легкой и воздушной текстурой, хрустящей корочкой и глубокими карманами, в которые можно положить всевозможные вкусные начинки. Первоначально их называли брюссельскими вафлями, так как это один из двух видов вафель, пришедших из Бельгии. Например, американцы знают бельгийские вафли как вкусный завтрак, но они не знают, для чего на самом деле они задумывались. Бельгийские вафли не едят ножом и вилкой, их лучше есть руками. И никакого сиропа, максимум фрукты или взбитые сливки. Морис Вермерш – это тот, кто сменил имя брюссельской вафли на бельгийскую, потому что американцы просто не знали, где находится Брюссель. Тринидад и Тобаго. Этот десерт под названием Currant Roll в этом островном государстве появился частично под влиянием британского колониального присутствия. Это вкусное, традиционное, сладкое и хрустящее пирожное, приготовленное с использованием сметанного теста и черной смородины. Это слоеное тесто, которое изобилует смородиной, создающей сладкий и ароматный перекус. Оказывается, что этот смородиновый рулет в действительности полезен для здоровья. Смородина богата клетчаткой и марганцем, способствующими укреплению костей. А присутствие в ней калия и меди помогает обмену веществ и снижает уровень сахара в крови. Жители Тринидада едят роллы в качестве полдника, а иногда и завтрака. Южноафриканская республика. Этот десерт называется мальва-пудинг, и он чрезвычайно популярен в Южной Африке. Он, как и многие другие десерты, не всегда имеет известную историю происхождения. Некоторые говорят, что его изобрели голландцы, а другие говорят, что южноафриканцы. Пудинг имеет пористую карамельную текстуру. Рецепты мальва-пудинга включают в себя такие ингредиенты, как яйца, сахар, муку, соду, абрикосовый джем и сливки. И главное, не забыть ключевой ингредиент – абрикосовый джем. Германия. В этой стране популярным считается торт из ликера региона Шварцвальд, известный также как шварцвальдский вишневый торт. Он является традиционным немецким десертом, который славится своим богатым шоколадным вкусом, сочными вишнями и ароматным вишневым ликером. Торт стал популярным именно благодаря своему вкусу и запаху, который напоминает вишню, сливки и какао. Этот торт имеет несколько слоев шоколадного бисквитного торта, взбитых сливок и вишней, покрытых с каждой стороны сладкой шоколадной глазурью. Сам ликер перегоняется из терпкой вишни. Торт Шварцвальд был изобретен в 1915 году кондитером Йозефом Келлером. Некоторые полагают, что внешний вид торта – это визуальный каламбур на тему традиционной шляпы баленхуты, которую носят женщины Шварцвальда. На этом все. Если вам понравился какой-либо десерт больше других, и если вам нравится эта тема, напишите об этом в комментариях. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!